Здравствуйте! Сегодня мы продолжим знакомиться со светодиодным реквизитом серии AI. Если вы еще не посмотрели первое видео для новичков, рекомендую сначала ознакомиться с ним. Ссылку на него вы найдете в описании. В этом видео мы с вами продолжим знакомиться с веб-интерфейсом управления и настройки реквизита, а также поговорим подробнее, что нужно знать о работе реквизита, чтобы не допустить ошибок. Мы постоянно совершенствуем наш реквизит, добавляем какие-то новые функции. Поэтому, если вы смотрите это видео гораздо позже, чем оно вышло, и ваш интерфейс или функции, которые есть у реквизита, немного отличаются, то, пожалуйста, найдите информацию о тех обновлениях, которые были за последнее время, и учитывайте это при просмотре данной инструкции. В первой части видео я покажу подробнее веб-интерфейс. Я буду все показывать на примере POI. Тем не менее, эта инструкция актуальна для других видов реквизита. Я буду использовать ноутбук, на нем это делать удобнее. Тем не менее, на смартфонах можно делать все то же самое, но там это будет делать чуточку сложнее. Итак, давайте для начала включим наш реквизит. Напомню, что нам нужно нажать и удерживать кнопку на одном устройстве, а потом на втором. Давайте переведем реквизит в режим ожидания и возьмем наш ноутбук. Итак, нам нужно подключиться к реквизиту. Для этого, напомню, нам нужно найти Wi-Fi сеть PixelNet. Здесь сразу давайте обращу внимание на некоторые моменты. Если вы забудете подключиться к реквизиту, то вы не сможете зайти в веб-интерфейс. Давайте я покажу на примере. Сейчас я еще не подключен к реквизиту, поэтому давайте я введу адрес веб-интерфейса. Напомню, адреса 2, это pixel.local, и второй адрес 192.168.4.1. Я не подключался к Wi-Fi сети реквизита, и теперь попробую ввести адрес веб-интерфейса. Нажимаю Enter, и, как видите, наш интерфейс не открывается. То есть в этом случае вам нужно, опять же, сначала подключиться к реквизиту. Для этого открываем настройки Wi-Fi. Ищем нашу сеть PixelNet и подключаемся к ней. Я ранее подключался уже к ней, поэтому пароль у меня не запрашивает. После этого я рекомендую также обратить внимание на адрес, так как некоторые браузеры любят адрес немножко менять, добавлять туда лишние символы. Поэтому обязательно проверьте, чтобы адрес у вас остался правильный. У меня адрес правильный, pixel.local. И я снова нажимаю Enter. Как видите, у меня загрузился веб-интерфейс. При подключении к реквизиту доступ в интернет у вас пропадет. То есть, когда вы подключены к реквизиту, интернета на ноутбуке или смартфоне у вас не будет. Итак, давайте изучим подробнее наш веб-интерфейс управления реквизитом. В основном окне у нас всего несколько кнопок. Как мы ранее с вами узнали, основная кнопка, круглая по центру, отвечает за воспроизведение программы на реквизите. То есть, если мы ее сейчас нажмем, то у нас начинается воспроизведение. Мы также можем поставить его на паузу. Здесь же мы можем перемещаться по композиции музыкальной на любое необходимое для нас место. То есть мы переместили указатель, нажали на play. Также, если мы хотим проиграть сначала программу, то мы должны на трекбаре переместить указатель в начало и после этого нажать на кнопку воспроизведения.
у нас воспроизведение начнется с самого начала. Также в этом интерфейсе, чуть ниже трек-бара, вы видите название текущей программы. По умолчанию, когда вы только получаете реквизит, на него загружена только одна программа. Всего программ можно загрузить 10. Вы можете нажать на данную строку, и у вас появится список всех доступных программ. Как я сказал, по умолчанию всего одна программа. Как видите, у нас есть в первой строке эта программа. То есть мы здесь видим в начале номер программы, потом название программы и музыкальная композиция, по которой составлена эта программа. Все остальные 9 программ, как видите, пустые. Мы их сейчас не можем выбрать. Также в этом интерфейсе есть две дополнительные кнопки. Это кнопка настроек, о ней я расскажу чуть позже. И есть кнопка умного составления программ для реквизита. Мы с ней немного познакомились с вами в предыдущем ролике. Сейчас мы остановимся на составлении программ чуть более подробно. Давайте откроем умный режим составления программ. Нажмем для этого кнопку AI. И у нас откроется умный режим составления программ. Здесь у нас происходит загрузка программы. Нам нужно подождать какое-то время, пока подгрузятся все картинки и отобразятся в интерфейсе. Мы с вами переместились вверх умного режима составления программ. И давайте изучим, какие есть здесь функции и за что они отвечают. Итак, в самом верху у нас находится музыкальная композиция, по которой составлена текущая программа. При необходимости вы можете здесь выбрать свою музыкальную композицию. Давайте сделаем это. Вы можете загружать сюда музыкальные файлы в формате MP3. Давайте вот выберем другой файл и откроем. При открытии другого музыкального файла у вас происходит его анализ. И сразу же после этого мы можем составлять новую программу уже по этой композиции. Здесь есть также настройки составления программы, которые учитываются при автоматическом ее создании. Давайте посмотрим на них. Для этого нужно нажать на строку «Изменить настройки», и у вас открываются дополнительные параметры. Здесь у нас есть первая строка. Это программа. Также мы ее можем раскрыть. И здесь уже мы видим с вами, что выбрана первая ячейка. Мы можем здесь выбрать другую ячейку. Давайте выберем ее, к примеру, вторую. Также мы можем указать название, чтобы потом ориентироваться. Давайте укажем «Моя программа». Здесь же у вас есть кнопка очистки ячейки. То есть, если вам программа не нужна, вы просто можете ее удалить, нажав на кнопку «Очистить ячейку». Ниже у нас идут настройки автоматического создания программы. Программа может создаваться либо по музыкальной композиции, либо по времени. То есть вы можете жестко задать время и указать количество картинок. Когда программа составляется по музыкальной композиции, сам умный интерфейс анализирует музыкальную композицию и уже расставляет картинки в соответствии с ее темпом и с ее другими параметрами. То есть мы с вами можем менять только скорость смены картинок. Если мы ставим еще меньше, как видите, у нас ниже меняется время отображения каждой картинки и количество изображений, которое будет отображено за всю музыкальную композицию. То есть вы можете менять до максимального значения. Если вы хотите задать вручную, то вы можете
отметить, что вы хотите составить программу по времени и указать точное время каждой картинки и сколько картинок необходимо добавить в программу. Давайте пока мы составим по музыке и поставим чуть меньше картинок. Здесь же вы можете сказать умному режиму, чтобы он старался подбирать картинки определенной цветовой гаммы. То есть, если вы здесь ставите галочку, большинство картинок будет умный режим стараться подбирать, чтобы они были похожи на данный цвет. Ниже вы можете выбрать тематику картинок, которые вы хотите, чтобы умный интерфейс использовал в вашей программе. Здесь вы можете выбрать несколько наборов, которые нужно использовать в программе. Давайте отметим некоторые из них. Я думаю, со временем вы поймете, какие режимы в каких находятся, и уже подберете те наборы, которые вам больше всего нравятся. Также вы можете добавить свои изображения. Вы можете добавить какой-то текст. То есть этот текст вы можете просто написать. Давайте напишем мой текст. Вы можете добавить здесь же свои картинки. То есть также вы загружаете, просто выбираете изображение. Можно добавить сразу несколько изображений, можно добавить одно изображение. То есть я могу одно добавить. Я могу добавить сразу 3 изображения. То есть ваши картинки умным режимом будут расставлены по программе. Также вы можете сгенерировать картинки в нейросети. Об этом я расскажу чуть позже, так как генерация картинок на реквизите не работает, пока реквизит работает в собственной Wi-Fi сети. Когда мы с вами указали все настройки, которые нам требуются, мы можем с вами попросить умный режим составить по этим настройкам программу. Для этого мы нажимаем кнопку «Применить настройки». Здесь нас интерфейс предупредит о том, что несохраненные изменения будут потеряны. Мы нажимаем «Подтвердить». И у нас идет составление программы. Составление программы занимает некоторое время. Это время зависит от количества картинок, которые используются в программе. Также это зависит от тех наборов, которые вы выбрали для генерации вашей программы. Чем больше наборов, тем дольше будет составляться программа. Как вы видите, мы также с вами выбрали основной цвет. И мы видим в миниатюрах, что здесь в основном все цвета похожи на те, что мы выбрали. Итак, мы с вами видим, что умный интерфейс закончил составление программы. Давайте ее посмотрим. Как видите, большинство картинок, как мы и просили, использованы в синих тонах. Вот мы, кстати, видим наш текст. Здесь же мы видим нашу картинку. И также видим, что у нас используются картинки из разных наборов. Здесь по центру, я напоминаю, мы видим нашу программу. На каждой картинке есть номер. Этот номер нужен для того, чтобы вы ориентировались, какая конкретная картинка воспроизводится. Далее я покажу этот номер при воспроизведении. Итак, программа составлена. Теперь мы можем ее сохранить на устройство. Давайте нажмем кнопку «Сохранить» и подождем, пока программа загрузится на наше устройство. Здесь на кнопке сохранения вы видите, что идет процесс, то есть само сохранение отображается интерактивно. Здесь загружается
одновременно с программой еще и музыкальная композиция. Поэтому, если вы выбрали новую музыкальную композицию, то сохранение будет происходить немножко дольше, чем просто сохранение новой программы. Итак, мы видим в строке состояния, что наша программа была сохранена на 2 устройства. Давайте закроем пока интерфейс. Здесь тоже обращу внимание, что хотя нас интерфейс предупреждает о том, что несохраненные изменения будут потеряны, пока мы находимся в данном окне и не обновляем эту вкладку, то, закрыв умный режим и его повторно открыв, мы можем вернуться к редактированию этой программы. Мы пока подтвердим, и я покажу, как программа воспроизводится. Тут во время воспроизведения мы видим номер картинки, который отображается, и вы также можете видеть на реквизите, как она визуально выглядит. Если вам картинка не нравится, вы можете запомнить номер, либо посмотреть всю программу и записать те номера картинок, которые вам не нравятся, и потом вернуться к их замене или редактированию. Давайте попробуем редактировать эту программу. Для этого снова открываем умный режим. Как видите, все наши настройки по-прежнему здесь сохранились. То есть, напоминаю, пока мы не закрыли вкладку, все настройки сохраняются. Итак, здесь я вам могу еще дополнительно рассказать о том, что кроме программы, которая отображается по центру, у нас отображаются дополнительные варианты картинок, на которые мы можем менять те картинки, которые используются в программе. То есть мы можем с вами изменить настройки, изменить те наборы, которые используются. То есть мы давайте выберем некоторые наборы, уберем вот этот набор и уже нажмем не применить настройки, а обновить варианты. То есть сама программа останется та, которая есть, а обновятся только варианты слева и справа от программы. Это нужно делать в том случае, если вас не устраивают те варианты, которые вам были предложены. Также есть альтернативный вариант изменения картинок. Я его сейчас вам тоже покажу. Как видите, у нас в данный момент происходит обновление вариантов. Они также загружаются в виде наборов. Умный режим анализирует, какие картинки стоит использовать в конкретном месте. И уже когда он закончит анализ, он предложит вам новые варианты. Как мы видим, варианты обновились. То есть мы с вами можем менять картинки на другие. Здесь же вы можете увидеть данную программу немножко в другом виде. В строке состояния у вас есть кнопочка «Показать». Вы можете ее нажать, и у вас отобразится программа в виде таймлайна. Здесь у вас отображается музыкальная композиция, а также сама программа в виде миниатюр картинок, которые используются. То есть они расставлены по таймлайну в соответствии со временем. И вы можете при необходимости скроллом приближать картинки и уже перематывать и видеть, где какая картинка расположена в программе визуально. Для чего это может пригодиться? Кроме вот такого вот автоматического создания программ, вы можете редактировать программу вручную. Вы можете выбрать любую из картинок. Для этого достаточно кликнуть на ней мышкой. И у вас откроются настройки данной картинки в программе. Что мы здесь можем менять? Мы можем перемещать картинку вверх или вниз по программе. То есть мы нажимаем, и, соответственно, картинка в программе переместится вверх. Либо если нажимаем вниз, то она переместится ниже по программе. Здесь мы также можем изменить время воспроизведения картинки.
То есть мы можем сделать ее больше, меньше. Как видите, у нас кроме времени еще меняются повторы. Повторы — это количество копий картинки, которые будут отображены во временном интервале данной картинки. Также количество повторов зависит от растяжения картинки. То есть если картинка растягивается сильнее, количество повторов будет тоже уменьшаться. Также здесь вы можете настроить яркость картинки. То есть вы можете сделать ее ярче, можете сделать ее темнее. Можете изменить насыщенность картинки. То есть если вы уменьшаете, то она становится ближе к нейтральным тонам. Если вы увеличиваете, то она становится сочнее. Также вы можете поменять оттенок. То есть таким образом вы можете сделать совершенно другого цвета картинку, так как это вам нужно. Что здесь важно заметить? Если вы меняете время отображения картинки, то программа у вас перестанет попадать в такты музыкальной композиции. Поэтому, пожалуйста, это внимательно учитывайте, если вам нужно сохранить музыкальность вашей смены картинок. Давайте попробуем заменить эту картинку на нашу. Мы нажимаем «Заменить» и выбираем свою. Мы видим, что картинка заменилась. Если мы нажимаем на черный, то картинка просто заменится на черный цвет. Визуально это выглядит как выключенный реквизит. То есть если вам в программе нужно выключить реквизит визуально, чтобы он не светился, то вы можете использовать как раз вот этот черный цвет. Также вы можете удалить картинку. То есть у вас после этого станет на одну картинку меньше в программе. Это удобно, если вы составляете программу не по музыкальной композиции, а составляете ее вручную по временным отрезкам. Кроме того, чтобы кликнуть здесь на конкретные картинки, вы можете то же самое сделать на таймлайне. То есть, чтобы отменить выбор картинки, мы нажимаем здесь снова, и у нас отображается таймлайн. И мы уже здесь можем выбрать картинку, которая нам нужна. Таким образом можно перемещаться по программе и выбирать ту картинку, которую вы хотите настроить, либо заменить. Окно таймлайнов можно свернуть, и также можно развернуть в любой необходимый момент. Итак, мы изменяли с вами программу. Давайте ее сохраним. И я вам покажу, как менять программы, если у вас их несколько на устройстве. Я закрываю окно умного составления программ. И здесь мы с вами можем выбрать как раз вторую программу, которую мы составили. У нас происходит загрузка музыкальной композиции. Здесь каждый раз при смене программы, либо когда мы в первый раз заходим в интерфейс, для ускорения загрузки интерфейса сама программа не отображается. То есть вам нужно снова зайти в умный режим. Как видите, программа наша загружается снова. Здесь уже, если мы сменили программу в окне основного интерфейса, то программа в умном режиме не сохраняется. То есть все настройки сбрасываются. Давайте закроем снова. И у нас воспроизводится она вот так. Что нам еще важно знать об умном режиме составления программ? Когда мы составляем программу, мы с вами имеем дополнительные возможности. Рядом с кнопкой «Составить» у нас есть дополнительная кнопка с 3 точками. Давайте ее нажмем. Здесь у нас есть кнопка «Составить новую». Она, в принципе, копирует кнопку «Составить». Есть кнопка «Загрузить с устройства».
Эта кнопка загружает программу с устройства. Например, в случае, если вы изменили программу, но не хотели этого делать, или вам не понравился результат, вы всегда можете вернуться к той программе, которая есть на устройстве. То есть, нажав эту кнопку, вы загрузите ту программу, которая сейчас находится на устройстве. Также здесь можно открыть программу из файла. То есть вы, составив программу, можете ее сохранить в файл, а потом открыть ее здесь. Рядом с кнопкой «Сохранить» есть такая же дополнительная кнопочка с 3 точками. И здесь вы можете сохранить данную программу в файл и сохранить на это устройство. Давайте закроем окно умного режима и изучим, какие есть у нас настройки. Что мы с вами видим в окне настроек? Здесь мы с вами можем менять яркость работы устройств. То есть вы можете менять яркость, увеличивая ее. У вас визуально отображается изменение яркости на устройствах. Мы рекомендуем не ставить яркость больше 100%. Но если есть необходимость, вы в принципе можете это делать. После того, как мы установили яркость, давайте где-то 50% установим, мы нажимаем «Применить». И мы видим, что на наших устройствах также загорелись зеленые светодиоды. Это говорит о том, что настройки применились. Если вы вдруг не увидели на каком-то из устройств зеленые светодиоды, то просто нажмите кнопку «Применить» снова. Здесь же мы с вами можем подключить реквизит к сторонней точке доступа Wi-Fi. Это нужно делать, если вам нужно иметь доступ в интернет, когда вы работаете с реквизитом. Либо же, если у вас много реквизита, и работать тогда с реквизитом в точке доступа Wi-Fi будет гораздо удобнее и быстрее. Мы подключим реквизит к Wi-Fi чуть позже, а пока я расскажу, что мы дальше можем настраивать. Здесь мы можем еще выбрать язык интерфейса, и мы можем изменить дополнительные настройки. Я расскажу о них в следующем ролике. Здесь же вы можете найти информацию о вашем устройстве. Вы можете увидеть, какая у вас модель устройства, какая версия прошивки на данный момент используется, сколько у вас осталось заряда и сколько свободного места для хранения программ на устройстве имеется в данный момент. Давайте подключим наш реквизит к Wi-Fi точке доступа. Здесь вы можете выбрать те точки доступа, которые доступны в данный момент у вас. То есть вы выбираете свою точку доступа и вводите пароль. И нажимаете «Применить». У вас интерфейс спросит подтверждение. Нажимаем «Подтвердить». И мы видим, что у нас появились настройки. Как видите, у нас устройство выключилось. Здесь же мы с вами видим оповещение о том, что связь устройства была потеряна. Это значит, что устройство либо выключилось, либо потерялось с ним соединение. Также обращайте внимание на эти оповещения. Давайте теперь включим наше устройство в режим ожидания. И мы с вами заметим некоторые изменения. Когда мы с вами настроили Wi-Fi сеть, то у нас будет отображаться уже не синий светодиод, а фиолетовый. Это значит, что мы с вами не найдем уже сеть PixelNet, когда включаем устройство. Это значит, что устройства подключились к сторонней точке доступа, и мы уже должны искать эти устройства в сторонней точке доступа. Давайте попробуем это сделать. Для этого нам нужно подключиться к той же точке доступа, куда у нас подключен реквизит. Мы заходим в настройки Wi-Fi. У меня сеть уже настроена, и она автоматически
подключилась. Теперь мне необходимо зайти в веб-интерфейс реквизита. Когда мы подключаем реквизит к сторонней точке доступа, адрес веб-интерфейса меняется. Этот адрес становится теперь другим. И чтобы в него зайти, нам нужно набрать пиксель 1.local. Обращаю внимание, что если вы подключили реквизит к сторонней точке доступа, адрес веб-интерфейса другой. Pixel 1.local. Если у вас старая версия Android смартфонов, то, возможно, этот адрес не будет работать. На всех остальных устройствах вы без проблем сможете открыть веб-интерфейс по этому адресу. Итак, мы набрали адрес, и у нас открывается веб-интерфейс. У нас происходит загрузка музыкальной композиции, и мы с вами можем проверить, как работает воспроизведение. Как вы можете заметить, все работает, воспроизведение стартует на реквизите и в веб-интерфейсе. Здесь сразу отмечу еще раз, что у нас программа не подгружается в веб-интерфейсе. Если вам ее необходимо видеть в веб-интерфейсе, вам достаточно нажать на кнопочку AI и дождаться, пока программа подгрузится. И после этого закрыть умный режим и снова запустить воспроизведение. И уже программа будет отображаться. Напомню, что это сделано для того, чтобы веб-интерфейс загружался быстрее. Давайте попробуем поменять программу на другую. Для этого нажмем на строку с названием программы и выберем вторую ячейку программы. Когда программа загрузится, мы сможем запустить воспроизведение. Как видим, программа также воспроизводится. Играет уже другая музыкальная композиция. И при смене программы также у нас сама программа с картинками не отображается. Также мы можем нажать на AI режим, и у нас загрузится программа, после чего мы сможем ее увидеть в основном в веб-интерфейсе. Закрываем окно и нажимаем воспроизведение. Как видите, режимы отображаются. Мы подключены к точке доступа, которая имеет доступ в интернет. Давайте попробуем сгенерировать картинки и посмотрим, как работает генерация. Для этого мы заходим в AI интерфейс и нажимаем «Изменить настройки». Далее «Добавление изображений» и нажимаем «Генерация картинок». Здесь нам нужно написать запрос для генерации. Давайте, допустим, напишем «Роза на черном фоне». Здесь же можно написать, что нам нужно исключить из картинки. Давайте напишем, чтобы не было на картинке вазы. И также можно выбрать один из 4 стилей. И после этого нам нужно нажать кнопочку «Генерировать». Генерация занимает некоторое время. Как вы видите, у нас картинка сгенерировалась. Мы можем ее увеличить. Для этого можно открыть картинку в новой вкладке. И уже мы ее можем увидеть в увеличенном размере. После того, как мы сгенерировали картинки, мы можем составить новую программу. Для этого нажимаем «Применить настройки», подтверждаем. И у нас составляется программа уже с использованием тех картинок, что мы добавили. Давайте найдем эту картинку. Как видите, вот она. Давайте попробуем переместить ее в начало. И теперь сохраним программу на наше устройство.
Давайте закроем теперь интерфейс и посмотрим, как выглядит эта картинка. Как видите, наша картинка проигрывается. Я думаю, что с веб-интерфейсом мы с вами разобрались. Если остались вопросы по веб-интерфейсу, вы можете написать их в комментариях. А сейчас давайте разберемся с некоторыми деталями в работе реквизита. Какие есть изменения в работе реквизита, когда мы загружаем несколько программ? Давайте запустим воспроизведение. И как мы с вами помним, если удерживать кнопку, когда была одна только программа, у нас сначала отображался синий светодиод. То есть мы могли включить режим ожидания. Сейчас, так как у нас загружены две программы, мы можем на реквизите выбирать эти программы. Для того, чтобы выбирать программы, теперь нужно разблокировать выбор программы. Мы должны удерживать кнопку. Теперь у нас появится дополнительно еще один зеленый светодиод. То есть отобразится сначала зеленый светодиод, потом синий. То есть мы сейчас отпустим кнопку на зеленом светодиоде. Мы отпускаем кнопку. У нас разблокировался выбор программ. И теперь, когда мы коротко нажимаем на кнопку, у нас отображается меню, которое показывает номер выбранной программы. То есть мы можем переключать программы между первой и второй. Мы выбрали вторую. И после того, как мы отпускаем кнопку, запускается воспроизведение. И теперь, если мы хотим использовать эту программу, например, выступление, мы ее предварительно выбрали и переводим реквизит в режим ожидания. И теперь мы при запуске программы запустим именно вторую программу. Если нам нужно, чтобы запускалась первая программа, мы также сначала снимаем блокировку, жмем до зеленого светодиода, выбираем первую программу и переводим в режим ожидания. И теперь при нажатии на кнопку у нас запустится первая программа. Я думаю, я рассказал все, что хотел. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях. Мы постараемся со временем дополнять наши инструкции. И рекомендую вам посмотреть следующий ролик, который рассчитан на профессионалов. Там мы подробнее поговорим о дополнительных настройках работы реквизита, а также о том, как создавать сложные шоу-программы для реквизита. А на сегодня все. Спасибо за внимание.